Сегодня мы рассмотрим три темы. Первая тема – мощность электрического тока. Вторая тема – электрическая энергия. И третья – тепловое действие электрического тока. Начнем с мощности электрического тока. Как известно, все электродвигатели потребляют из сети электрическую энергию, которая превращается в механическую работу. Один большой электродвигатель может совершить определенную работу за 1 час, а один маленький двигатель может выполнить эту работу, например, за 20 часов. В этом случае говорим, что первый электродвигатель имеет большую мощность. Аналогично, например, с двумя электрическими конфорками, большой и маленькой, так как одно и то же количество воды согреется на мощной конфорке намного быстрее. Из физики известно, что мощность измеряется работой, совершенной за единицу времени. Чем больше напряжение и ток, тем больше электрическая мощность. Поэтому она является произведением величин напряжения и тока. Мощность равна напряжение, умноженное на ток. Если ввести такие обозначения P – мощность, U – напряжение и ток, то можно записать формулу мощности P равно U умноженное на I. Единица измерения мощности называется Ватт в честь английского ученого Джеймса Уатта. 1 Ватт мощности получаем при напряжении 1 вольт и токе 1 ампер. Если в формуле мощности заменить последовательно напряжение и ток из закона Ома, то получатся следующие важные зависимости, которые можно использовать в дальнейшем. P равно U умножить на I равно I квадрат умножить на R и равно U квадрат деленное на R. Рассмотрим пример. Какова мощность электрической лампочки для карманного фонарика, если при напряжении 3,5 вольта она потребляет ток 0,2 ампера. Подставляем данные в формулу мощности и получаем P равно U умножить на I и равно 3,5 вольта умножить на 0,2 ампера и получаем 0,7 ватта. Кроме единицы ватт, в радиоэлектронике часто используют и меньшие единицы. Милливатт, 0,001 ватта и микроватт, 1 миллионная ватта, который можно записать в виде 1 ватт равен 1000 милливатт, 1 милливатт равен 1000 микроватт, 1 киловатт равен 1000 ватт. Приведем несколько примеров. Мощность, необходимая для действия радионаушников, 0,1/100 ватта. Мощность небольшого динамика для транзисторного приемника около 0,1 ватта. Мощность динамиков, используемых в радиоприемниках и телевизорах, 0,5-3 ватта. Мощность обычных ламп накаливания 25-100 ватт. Мощность, потребляемая ламповым телевизором, около 200 ватт. Мощность электроутюга 300-700 ватт. Мощность электроплит и электрических нагревателей воды 2000-5000 ватт. Добавим еще, что в сильноточной технике используют машинные аппараты большей мощности. Например, 1000 киловатт, 1 киловатт равен 1000 ватт, как мы уже говорили. Для измерения мощности используют специальный измерительный прибор, который называется ваттметром. Теперь поговорим об электрической энергии. Потребляемая электрическая энергия зависит как от мощности потребителя, так и от времени, в течение которого он был включен. Так, например, энергия, потребляемая электроплиткой за 5 часов, в 5 раз больше потребляемой за 1 час. А вот и другой пример. За 1 час одна лампочка в 100 Вт потребляет в 2 раза больше энергии, чем одна лампочка в 50 Вт за то же время. Поскольку электрическая энергия прямо пропорциональна мощности и времени, можем записать следующую зависимость. А равно P умноженное на T и равно U умноженное на I и умноженное на T. Единицей измерения всех видов энергии является джоуль.
в честь английского ученого Джеймса Джоуля. Это работа, энергия, которая совершается силой в 1 ньютон для перемещения тела на расстояние 1 метр. В электротехнике для измерения энергии часто используется единица ватт-секунда, равная 1 джоулю. На практике потребляемая электрическая энергия измеряется единицей киловатт-час. Это энергия, которую получает потребитель мощностью 1 киловатт в продолжении 1 часа. Электрическую энергию измеряют специальным прибором, который называется электрическим счетчиком. Каждый дом и каждое предприятие имеет собственный счетчик, который отсчитывает потребляемую электрическую энергию. Рассмотрим пример. Какова стоимость электрической энергии, потребленной за 1 месяц одной электрической лампочкой мощностью 75 Вт, если каждый вечер она горит по 6 часов, а 1 кВт-час электроэнергии стоит 4 копейки. Сначала находим общее время потребления T, которое равно 30 умножить на 6 получается 180 часов. Потребляемая энергия А равна P умноженное на T и равно 75 Вт умножим на 180 часов и получаем 13500 Вт-часов. Или это равно 13,5 кВт-час. Тогда искомая стоимость, обозначаемая буквой N, будет равна 13,5 умножим на 4 и получим 54 копейки. И в заключение рассмотрим тепловое действие электрического тока. При своем движении в проводниках носители зарядов отдают часть своей энергии атомам и молекулам вещества. Поэтому любой проводник, по которому протекает ток, более или менее нагревается. Это электрическая энергия, которая превращается в тепловую и напрасно нагревает проводники. Чем больше ток и больше сопротивление проводника, тем больше энергия, отдаваемая в виде тепла. Электрическая мощность, выделенная в виде тепла, может быть вычислена по одной из ранее приведенных формул. P равно U умноженное на I, или равно I квадрат умноженное на R, или U квадрат деленное на R. Рассмотрим первый пример. Через сопротивление 50 Ом протекает ток 2 ампера. Найти электрическую мощность, которая превращается в тепло. Подставляем в одну из формул числовые значения и получаем P равно I квадрат умножить на R равно 2 в квадрате умножить на 50, и в итоге получаем 200 Вт. Рассмотрим второй пример. Какое напряжение нужно приложить к концам спирали, имеющей сопротивление 10 Ом в нагретом состоянии, чтобы получить нагреватель мощностью 1000 Вт. Применяя формулу P равно U квадрат деленное на R, получаем U квадрат равно P умножить на R. Отсюда напряжение равно корень квадратный из P умножить на R равно корень квадратный из 1000 умножим на 10 и равно корень квадратный из 10 тысяч будет равно 100 вольт. При наличии одной замкнутой цепи величина тока повсюду одна и та же, и нагревается она больше всего там, где сопротивление больше. Например, сопротивление шнура утюга около 0,01 Ома, а сопротивление спирали в раскаленном состоянии около 80-100 Ом. Поэтому именно на ней сосредотачивается почти все тепло. То же самое наблюдаем и в плавких электрических предохранителях, так называемых пробках, в патрон которых нарочно вкладывается тонкая проволочка. При коротком замыкании ток в электропроводке становится очень большим, например 30-80 ампер, проволочка плавится и цепь разрывается. А если заложим в патрон толстый провод или много тонких проволочек, то при коротком соединении в электропроводке потечет недопустимо большой ток, который может повредить проводку и вызвать пожар.
Следовательно, в поврежденные пробки нельзя вставлять толстые проволочки или пучок тонких проволочек, а следует использовать новые предохранительные патроны. Если при повторной смене предохранительных патронов пробки продолжают перегорать, это говорит о коротком замыкании где-то в электропроводке, и ее надо исправить. Запомните, первое. Закон Ома – основной закон в электротехнике. Он определяет связь между величиной тока, напряжения и сопротивления. Применяемый к участку цепи он гласит: величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Второе. Каждый источник тока характеризуется в основном двумя величинами – электродвижущей силой ЭДС и внутренним сопротивлением. Третье. Если электрическая цепь не разветвлена, то величину тока можно вывести из закона Ома для замкнутой цепи. В разветвленных и сложных цепях величину токов находим, используя первый и второй законы Кирхофа. Четвертое. При использовании электротехнических законов все величины должны быть приведены к основным единицам, и только тогда можно подставлять их в формулы. Пятое. Единица мощности электрического тока – Ватт, единица энергии – Джоуль. На практике электрическая энергия измеряется единицей киловатт-час. Шестое. В предохранители вставляются тонкие проволочки для того, чтобы при коротком замыкании перегорели именно они, а не электропроводка.